большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень простую и вкусную закуску. Здесь у меня сыр камамбер. Разрезаем его, как я вам сейчас покажу на видео. Так, снова. Так, и теперь каждую часть разрезаем. Смотрим, чтобы у нас с вами получился ромбик вот здесь. Сделали себе пометочки и разрезаем. Кстати, таким способом вы можете нарезать камамбер на праздничный стол. Снова делаю себе пометки, чтобы у меня получился ромбик. Мне похоже на снежинку, а вы напишите в комментариях, на что похоже вам. Посмотрите, как красиво. И в каждый кусочек можно воткнуть сразу же какую-то красивую шпажку или рядом шпажки положить, и вот такой у вас красивый получается камамбер. Ну, разве же не прекрасно? Выкладываю сыр по центру противня, выстеленного пергаментом. Вокруг сыра выкладываю помидоры черри. Здесь у меня 350 граммов помидоров и 250 граммов сыра камамбер. И вокруг выкладываю тонко нарезанные ломтики багета. Можно взять любой хлеб, черный, можно белый, как у меня. Ставим выпекаться на 15 минут при температуре 200 градусов. Нам нужно, чтобы камамбер у нас размягчился, запекся немножко, помидоры также запеклись, а хлеб подрумянился. Я хлеб достала чуть раньше, потому что он уже хорошо зарумянился. И теперь натираю его чесноком. Каждый кусочек немножко. Ну, если любите чесночное, то можно, конечно, и сильно натереть с обеих сторон. А помидоры пока еще у меня запекаются, потому что они такие у меня крупнее, чем обычные стандартные черри. И еще они не готовы. Перекладываем сыр по центру блюда или доски для подачи. Немножко его сейчас вот так вот, чтобы он собрался воедино снова. Посмотрите, какой он красивый. Помидоры солим, перчим, и если хотите, можете добавить еще какие-то травки. И выкладываем помидоры вокруг. Эту закуску, конечно же, нужно подавать сразу горячей. Если хотите, то можно намазать камамбер на хлеб. Вот такие маленькие кусочки, которые у нас уже есть, порционные. Вы сразу берете этот кусочек, намазываете на хлеб, сверху помидорку и уже готовый бутерброд выкладываете вот так вот по кругу. И у вас получается красивый венок. Или подаем в таком виде, но тогда уже каждый сам себе формирует бутербродик. И также для аромата, красоты и цвета выкладываю по небольшому листочку базилика на каждый кусок хлеба. Теперь покажу вам, как есть эту красоту. Берем кусочек сыра, причем каждый гость может взять своей вилкой. Вот так вот его по бутерброду распластали. Взяли помидорчик. Тоже его можно прижать, чтобы с него пошел сок, он так будет еще вкуснее. И, конечно же, наш листик базилика. Вы можете сразу вот сделать такие вот закусочки и подать их в виде венка, а не вот такую закуску еще недоприготовленную. Посмотрите, какой красивый бутерброд. Здесь все идеально красиво выглядит, и при этом еще и, конечно, по вкусу будет просто супер. Ну что ж, пробуем, конечно же. Вот такая получилась очень вкусная, изысканная закуска. Базилик идеально сочетается с помидором, а помидор идеально сочетается с камамбером. Здесь и чесночок, хрустящий хлеб. Очень вкусно. Пробуйте, удивляйте своих гостей, если еще так не подавали камамбер, хлеб и помидоры. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.